В первую очередь превращаю кусок корейки в пласт. Подрезаю его острым ножом, распластываю, стараясь сделать это равномерно. Толстые места дополнительно надсекаю. Если любите мясо с жирком, приготовить такой рулет можно из ошейка. Теперь, чтобы сделать этот пласт однородным и эластичным, хорошенько отбиваю его, накрыв пласт пищевой пленкой. Кстати, на моем канале есть очень вкусный и нежный рулет из куриного филе. Ссылку я оставлю в описании к ролику. После отбивания вот такой замечательный и удобный пласт у меня получился. Пришло время его приправить. Смешиваю 1 чайную ложку с небольшой горкой соли, это 6-7 граммов, и 2 чайные ложки хмели-сунели. Посыпаю мясо этой смесью и хорошенько натираю его. Раскрашиваю фету и распределяю ее по пласту. Поверх феты раскладываю равномерным слоем зеленый горошек. Использую в замороженном виде, не размораживая. Нарезаю тонкими полосками грудинку. Она придаст рулету насыщенный аромат и добавит немного жирка для сочности, ведь сама корейка не жирная. Раскладываю ломтики грудинки поверх горошка и слегка придавливаю их, чтобы уплотнить начинку и сворачивать рулет было удобнее. Сворачиваю мясо в тугой рулет. Если будут выпадать какие-то горошинки, не страшно. Но по видео хорошо видно, что все очень легко и просто. Обвязываю рулет при помощи кулинарного шпагата. Сперва перевязываю посередине, чтобы зафиксировать его, а затем двигаюсь от середины к краю. Фиксирую нитью рулет и снизу. Затем проделываю то же со второй половиной. Мне нравится делать именно так, потому что рулет получается однородный, не перекашивается. Иногда у меня такое было, когда я начинала обвязку с края. Или слетала петля, или еще что-то, словом, было неудобно, а так песня. Вот такой вот плотный и ровный рулет получился. Теперь я перекладываю его в форму для запекания. Будет выделяться сок, так что это стоит учитывать при выборе формы. Для контроля температуры я использую термометр, но это не обязательно. Готовить рулет такого размера стоит при 180 градусах в течение 80-90 минут. Если кулинарный термометр у вас есть, готовьте рулет до температуры внутри мяса 65 градусов. Готовый рулет достаю из духовки и оставляю отдохнуть на 10 минут. За это время его температура дойдет до 70-72. Это именно та температура, которая считается гигиенически безопасной, и мясо при этом остается нежным и не пересушенным. После отдыха аккуратно снимаю обвязку и нарезаю рулет на порции. Порции, как для горячего, делаю достаточно широкими, а если хочется приготовить его как закуску, нарезать можно и тоньше, в уже остывшем виде. Для одного противня я обычно беру 1,5 килограмма картошки. Мне нравится вот такая небольшая, которую я разрезаю напополам. Но вы можете взять и крупные клубни и нарезать их дольками. Соль и перец по вкусу, а также 3 столовые ложки растительного масла. Для зеленого масла 200 граммов растительного масла, 2-3 столовые ложки лимонного сока, 4 зубчика чеснока, 2 стебля зеленого лука, по 4-5 веточек петрушки и укропа. Так как запекаю картошку я в кожуре, так получается полезнее, сперва ее нужно тщательно вымыть. У меня для этого отдельная посудная губка, жесткой стороной которой мыть картофель и другие овощи очень удобно. Впрочем, если вы хотите, можно запечь такую картошку и в очищенном виде. Тогда небольшую можно оставить и вовсе целой. Теперь нарежьте картофель, я разрезаю напополам, крупные клубни нарежьте дольками.
Опа, плохая, в утиль. Отправляйте нарезанный картофель сразу на противень. Не будем загрязнять лишнюю посуду. Итак, щедро приправьте картошку солью и перцем по своему вкусу. Влейте растительное масло и перемешайте картофель, чтобы масло равномерно покрыло каждый кусочек. Картошка возьмет столько масла, сколько нужно, а лишнее будет оставаться на противне. При этом именно благодаря маслу, которое поднимет температуру приготовления в сравнении с запеканием без ничего, картошечка получится такой румяной и приготовится быстрее. Распределите картошку по противню в один слой с небольшими промежутками, чтобы горячий воздух свободно прогуливался между кусочками и делал магию. Пеките картошку в духовке при 200 градусах. Мне нравится использовать режим конвекции. Длительность запекания зависит от размера кусочков. Готовьте до мягкости внутри и румяной корочки снаружи. В процессе приготовления картошку я не перемешиваю, чтобы не нарушать корочку. Масло крупно порубите чеснок и зелень. При этом мы будем использовать как листочки, так и стебли. Они полны аромата. Кроме того, для такого масла подойдет вялая зелень. Прекрасный способ утилизировать ее с пользой. Зелень и чеснок отправляйте в чашу блендером. Можно использовать погружной блендер. Выжмите к зелени лимонный сок. Он сохранит яркий цвет масла. Вы можете запросто хранить неиспользованное масло в холодильнике в течение недели, и оно не потеряет цвет. Влейте растительное масло к зелени и приступайте к измельчению. Когда вы увидите, что зелень хорошо измельчилась и масло стало ярким и насыщенным, оно готово. Такое масло я не процеживаю через сито, в отличие от масла из ролика с салатными заправками. Мне нравится вся эта мякоть. Если вы хотите, можете процедить его. Картошка запеклась, моя приготовилась за 40 минут. Подавайте картошку сразу с противня и пускай каждый сам поливает ее зеленым маслом. Под действием температуры эфирные масла чеснока и зелени начнут активно источать ароматы. Но кто же тут устоит? Приступаю к приготовлению основного блюда. Это будет рулет из куриного филе с грибами и адыгейским сыром. Готовлю рассол для филе. Растворяю соль в чистой воде комнатной температуры. Заливаю филе рассолом и убираю в холодильник на ночь, а кожу просто укладываю в банку и тоже убираю в холодильник. Первым делом режу пластинами грибы и обжариваю их на сильном огне на ложке масла. Готовлю до румяности, после чего даю остыть. Просоленное куриное филе надрезаю, чтобы распластать его, а затем хорошенько отбиваю. Формую из двух отбитых филе единый пласт и распределяю по нему обжаренные грибы. Разминаю руками и распределяю поверх грибов сыр. Перчу начинку и сворачиваю мясо рулетом. Теперь накрываю рулет кожей с грудки, он сохранит сочность мяса. Если не любите кожу, перед подачей ее можно будет просто убрать. Обвязываю рулет кулинарным шпагатом, чтобы зафиксировать его. Перекладываю рулет в форму для запекания и отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-45 минут. Перед подачей снимаю нить и нарезаю рулет на толстые куски. Выделившиеся за время запекания соки сохраняю и подаю блюдо с ними. Если у вашей духовки есть режим конвекции, основное и гарнир удобно готовить одновременно. Как раз к его приготовлению я и перехожу. Готовлю ленивый гратен.
В глубокой миске смешиваю сметану с яйцом, добавляю пропущенный через пресс чеснок, а также соль и перец, перемешиваю. Картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами. Использую для этого свой кухонный комбайн, но можно сделать это и вручную. Отправляю картофель в миску со сметаной и яйцом и перемешиваю все так, чтобы пластины картофеля были окутаны смесью. Смазываю форму для запекания растительным маслом и выкладываю в нее весь картофель. Натираю твердый сыр и распределяю его поверх картофеля. Готовлю гратен при температуре 200 градусов в течение 40-45 минут. Я взяла вот такую не слишком большую утку весом 2 килограмма. Также потребуется 3-4 айвы, 3-4 головки чеснока, 2 столовые ложки меда, по 1 столовой ложке корицы и кориандра, 100 граммов бренди, можно заменить коньяком или виски, а также соль и перец. Первым делом нужно подготовить тушку утки. Сперва срежьте шею, аккуратно подрежьте и снимите кожу вокруг шеи, а затем отрежьте и саму шею. Из нее получится отличный бульон. Крылья. Крайние фаланги я не срезаю, а просто загибаю. Так они не будут торчать и подгорать. А если отрезать фалангу, крылышко будет торчать. Обработайте хвост. С двух сторон от позвоночника в хвосте находятся сальные железы. Я предпочитаю их удалять и делаю это с внутренней стороны. Найти и вырезать их очень просто. Они округлые и довольно плотные. Осмотрите тушку со всех сторон и удалите остатки оперения. Удобно делать это при помощи пинцета. Промокните утку бумажными полотенцами, чтобы высушить ее и глазурь лучше легла. Просушите утку и внутри. Маринад. Для его приготовления сперва разотрите в ступке, измельчите в кофемолке или же купите в уже молотом виде кориандр. Смешайте кориандр с корицей, всыпьте очень щедрую порцию соли, чтобы ее хватило на всю утку, а также добавьте щедрое количество черного перца. Отправляйте к специям мед и перемешайте массу до однородности. Влейте немного бренди и перемешайте, чтобы разбавить массу и дальнейшее смешивание было более удобным. Влейте остаток бренди. Глазурь довольно жидкая, но не стоит переживать. Сработает она как нужно. Разрежьте надвое поперек каждую головку чеснока. Вот прямо так, целиком, не очищая чеснок от шелухи. Айву разрежьте напополам, а затем кусочками толщиной в сантиметра полтора. Одну айву оставьте целой и часто накалите ее ножом. Эта айва отправится внутрь утки и будет насыщать тушку изнутри. Нарезанную айву выложите на дно формы для выпечки и разбросайте поверх половину чеснока. Так мы формируем подушку для утки, которая не только будет насыщать ее ароматами, а еще и предотвратит прилипание утки к самой форме. Кроме того, айва в процессе приготовления утки будет пропитываться выделяющимися соками и станет прекрасным дополнением к мясу. Уложите утку на айву вверх спинкой и полейте ее третью маринада глазури. Переверните тушку утки, вокруг разложите оставшиеся кусочки айвы, если все не поместились на дно формы. Внутрь отправьте одну половинку разрезанной головки чеснока и наколотую айву. Оставшийся чеснок тоже разложите вокруг утки. Полейте тушку еще третью маринадом. Чтобы охватить всю поверхность, можно помочь себе кулинарной кистью. Отправляйте тушку в духовку, разогретую до 220 градусов, и пеките первые полчаса при такой вот высокой температуре. Через полчаса вы увидите, что утка начала становиться румяной. Температуру выпечки убавьте до 150 градусов, смажьте оставшимся маринадом глазурью и готовьте еще 1,5 часа. Утка будет медленно томиться при невысокой температуре, будет становиться еще румянее и ароматнее.
Только посмотрите, какой цвет приобрела корочка за время приготовления. Он идеально насыщенный, карамельный, и утка нигде не подгорела. Достав тушку из духовки, накройте ее фольгой и дайте отдохнуть в течение 15 минут. Этим временем можно закончить сервировку или подать гарнир. Печеную айву и чеснок тоже включите в гарнир. Они прекрасно дополнят насыщенный вкус мяса этой волшебной птицы. Начинаю с подготовки риса, его я просто отвариваю. Это можно сделать по-быстренькому утром перед работой или с вечера на следующий день. Готовлю рис сразу для всех рецептов, 1,5 стакана. Расчет на один рецепт – полстакана сухого риса или 300 граммов уже отваренного. Получится по 2 большие порции на каждом рецепте. Итак, 1,5 стакана риса всыпаю в кастрюлю и промываю в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Промываю обычно в 1-2 водах. Затем рис заливаю двукратным объемом воды, то есть у меня тут 1,5 стакана, вливаю к ним 3 стакана чистой воды. Присаливаю рис и добавляю чайную ложку топленого масла для усиления сливочного аромата риса. Масло добавлять не обязательно, но мне так нравится. Отправляю кастрюлю с рисом на огонь, довожу до кипения, убавляю огонь до минимума и прикрываю крышкой. Готовлю в течение 10 минут, после чего выключаю огонь, крышку закрываю полностью и даю постоять еще 10 минут. Чтобы мне было удобнее обращаться с рисом во время съемок рецептов, перекладываю его в более плоскую емкость и даю немного остыть, после чего делю на порции. Какой сорт риса подойдет для этих рецептов? Любой. Все зависит только от того, какой сорт любите именно вы и какой есть у вас дома. Подойдут и крахмалистые сорта, круглые, арборио, камалина, и длиннозерные, менее крахмалистые, жасмин, басмати, смеси с диким рисом. Если хочется более вязкой текстуры гарнира, просто берите что-то из круглых сортов, а если хочется гарнир порассыпчатее, просто выбирайте длинные сорта. Я буду использовать свой любимый сорт жасмин, у него невероятно нежный сливочный аромат. Жареный рис с овощами по-мексикански. Тут у меня половина стакана сухого риса, который я отварила. Это 300 граммов в отваренном виде. Для насыщенного аромата я беру 50-70 граммов подкопченного бекона или грудинки, 200 граммов популярнейшей мексиканской смеси. Также беру 4-5 веточек петрушки. Если любите кинзу, она сюда тоже отлично впишется. Также понадобится соль, перец и можно добавить немного копченой паприки, если любите ее и она у вас есть. Будет очень в тему. Копченую грудинку нарезаю тонкой соломкой. В готовом гарнире она будет практически неощутима, но зато какой аромат придаст блюду. Затем мелко рублю петрушку. Она понадобится в самом конце, но для гарнира такого плана, как жареный рис, удобно сделать все подготовки и нарезки сразу, и тогда сам процесс приготовления – это считанные минуты. На сковороду отправляю грудинку и обжариваю ее, помешивая. Использую сильный огонь, нужно вытопить жирок, но до румяности я ее не довожу. Отправляю в сковородку овощную смесь, не размораживая. Помешивая, готовлю пару минут. Присаливаю и добавляю перец. Помню, что и грудинка, и рис уже соленые, так что важно не переборщить с солью. Если используете копченую паприку, ее стоит добавить на этом этапе. Отправляю в сковородку рис, всыпаю петрушку, убавляю огонь до минимума. Быстрыми движениями перемешиваю, чтобы гарнир стал однородным, и он готов. Теперь приготовлю жареный рис в азиатском стиле. У меня полстакана риса в сухом виде, он отварен, и теперь это 300 граммов. 2 сырых яйца, 2 столовые ложки соевого соуса, 2-3 стебля зеленого лука. Белая часть пойдет в поджарку, а зеленую буду использовать в самом конце. Важнейшая часть рецепта – это специи. Сухой имбирь половина чайной ложки, чеснок и кориандр по четверти чайной ложки. Можно использовать свежий чеснок и имбирь, но с сухими будет быстрее. Кстати, список ингредиентов для каждого рецепта я оставила в описании. Также потребуется соль и перец и немного растительного масла. Первым делом к яйцам всыпаю специи, добавляю соль и перец и слегка взбалтываю их. Лук разрезаю и мелко рублю. У меня отдельно светлая часть и зеленая. Сковородку прогреваю на небольшом огне, вливаю туда немного масла и отправляю в него светлую часть зеленого лука. Прогреваясь, он насытит масло ароматом. Пузырьки небольшие, то есть лук не готовится на сильном огне, а поэтому не подгорит. Теперь я быстро увеличиваю огонь до максимума и вливаю в сковородку яйца со специями, вываливаю рис и выливаю соевый соус. И начинаю быстро перемешивать смесь, чтобы яйца проготовились.
Теперь огонь выключаю и отправляю в сковородку зеленый лук. Любителям остренького также понравится идея добавить сюда острый соус типа табаско или шрирача. Я использую свою домашнюю шрирачу, ссылку на рецепт оставлю в описании под роликом. Буквально ложечка придает блюду дополнительное тепло. Еще больше Азии. Перемешиваю и гарнир готов. А теперь приготовлю жареный рис, который называю для себя ленивым ризотто. Да, текстура будет иной, но настроение самое оно. У меня тут порция риса из половины стакана сухого, 150 граммов замороженного зеленого горошка, столовая ложка жирной сметаны, луковица, буду использовать половину вот такой, а также выдержанный сыр типа пармезан или чеддер. Его понадобится всего лишь грамм 20-30, но он усилит вкус всего блюда. Впрочем, если не хотите, не используйте. Также потребуется соль, перец и немного топленого или сливочного масла. Подготавливаю ингредиенты. Сыр натираю на мелкой терке. Какая горочка получилась из такого маленького кусочка. Лук режу кубиками размером в 5 мм. Перехожу к сковороде. Разогреваю ее на среднем огне и отправляю масло. У меня домашнее топленое. Всыпаю в сковороду лук и готовлю, помешивая до мягкости. Когда лук станет мягким, высыпаю замороженный горошек, слегка солю и добавляю перец. Перемешиваю и готовлю минуту. Отправляю в сковороду рис, сметану, сыр. Быстро перемешиваю до однородности, чтобы рис прогрелся и гарнир готов. Каждый из этих гарниров довольно сытный сам по себе, и при этом каждый можно превратить в полноценное основное блюдо, добавив всего один ингредиент. Например, беру рис по-азиатски и рыбную консерву, скажем, тунец из магазина, а еще лучше домашнюю, как вот эта моя сардина. Ссылку на рецепт я оставлю в описании, а я взяла домашнюю консерву из горбуши, которую приготовила по такому же рецепту, что и в видео с сардиной. Рецепт универсальный. Разминаю рыбу и просто смешиваю с готовым гарниром. В гарнир по-мексикански добавьте тушенку или нарезанные колбаски, например, как мои для жарки. А в гарнир а-ля ризотто кусочки поджаренной курицы. Раз-два и ужин на скорую руку, но при этом полноценный, питательный и очень сытный. Готов! Для курицы в сливках я взяла вот такое вот филе фермерской курочки вместе с кожей. Можно брать просто филе без кожи. Филе я солю и перчу с двух сторон. Сразу же очищаю и режу перьями 2 луковицы, для того, чтобы потом не тратить на это время. Очень хорошо разогреваю сковороду на большом огне. Так как филе у меня на коже, я не буду использовать растительное масло. Укладываю филе на сковороду, накрываю крышкой, чтобы слишком сильно брызги не разлетались, и жду, пока филе станет румяного цвета. Когда мясо приобретет золотистый оттенок, переворачиваю его на другую сторону и буду ждать примерно такого же цвета с обратной стороны. Румяное филе со сковороды я убираю и теперь отправляю туда мой нарезанный лук. Накрываю крышкой и буду готовить его до румяности. Время от времени крышку я буду открывать. Благодаря крышке лук будет упариваться, он станет прозрачным, мягким и нежным. Лук я также приправляю немного солью, так как он сладковатый по вкусу, нам нужно добиться баланса. Вливаю в лук сливки, жду пока они закипят и затем отправляю туда ранее поджаренное куриное филе. Готовьте мясо в течение 12-15 минут с открытой крышкой, для того чтобы сливки выпаривались и загустевали. Филе получается очень нежным и очень сочным. Список ингредиентов к рецепту я оставила в описании к ролику под видео. Начинаю с натирания сыром. Беру 2 вида. Один для сливочности и нежности, у меня это сулугуни, а также подойдет моцарелла. Второй выдержанный овечий сыр пекарина, который придаст пикантности. Его нужно совсем немного. Вместо пекарина отлично подойдет пармезан, грана падано или чеддер. В глубокой миске смешиваю сметану, муку и яйца. У меня рисовая мука, подойдет также манка или кукурузная мука. Приправляю смесь солью и перцем. Добавляю орегано и пропускаю через пресс чеснок. У меня его достаточно щедро, люблю его аромат с кабачками и в сочетании с орегано. По желанию количество можно уменьшить. Перемешиваю смесь.
Добавляю натертый сыр. Кабачки нарезаю кружочками толщиной в 1,5–2 мм. Отправляю кабачки в сметанную смесь и перемешиваю так, чтобы смесь с сыром покрыла кружочки. Делаю это грубо, прямо руками, так удобнее всего и получается достаточно равномерно. Форму для запекания я смазала сливочным маслом и теперь выкладываю в нее кружочки кабачков. Стараюсь выкладывать кружочки равномерным слоем, а выложив в форму все, распределяю сверху оставшуюся массу с сыром. Отправляю в духовку и готовлю при 175 градусах в течение 30–35 минут. Когда кабачки станут мягкими, а верх станет румяным, гратен готов. Он получается очень нежным и сочным, но благодаря муке не водянистым, таким как надо. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Количество маринада рассчитано на 2 обычного размера скумбрии или на 3 поменьше, как у меня. Также в видео у меня чеснока больше, чем по списку. У меня зубчики маленькие, и это молодой чеснок, а он по вкусу более нежный. Паприку можно взять как простую, но лучше сочетать ее с копченой. В целом рыба с таким сильным от природы вкусом, как скумбрия, дает возможность поиграть и с сильными специями в маринаде. И в этом рецепте эту возможность я не упущу. Свежемороженую рыбу нужно заранее разморозить. Делать это лучше в холодильнике, чтобы оттаивание было медленным. Затем тушки нужно разделать. Сперва я делаю надрезы вдоль спинки и удаляю верхний плавник. Затем отрезаю голову. Далее, двигаясь от надреза внутрь тушки, отделяю хребет. В идеале так, чтобы убрать и реберные кости. Надрежьте кожу вокруг хвоста и удалите хребет, а также внутренности. Если остались какие-то пленочки, их удалите, а также извлеките оставшиеся кости. Затем разрежьте очищенную тушку на филе, вырезав нижние плавники. Выложите филе в один слой на какую-то плоскую тарелку кожей вниз. Приготовьте маринад. Для этого пропустите чеснок через пресс. К чесноку добавьте паприку, орегано и горчицу. Вы можете использовать как острую, так и неострую горчицу. Перемешайте смесь. Добавьте соль, перец и влейте соевый соус. Если солености из соевого соуса в рыбе вам будет достаточно, дополнительно соль можно не добавлять. Ориентируйтесь на свой вкус. Перемешайте маринад до однородности. Так как скумбрия рыбка жирная сама по себе, я не использую в маринадах для нее масло. Распределите маринад по рыбе, смазав им каждый кусочек. Его будет щедрое количество, рыба получится насыщенной и очень вкусной. Теперь нужно закрыть рыбу пищевой пленкой и оставить для маринования. Если планируете готовить ее сразу же, оставьте при комнатной температуре минимум на 15 минут. Обычно я мариную рыбу, накрываю ее, включаю духовку, и пока духовка греется, рыбка напитывается ароматами, и за это время можно подготовить гарнир и салат. Если же вы делаете заготовку, скажем, с вечера или утром на ужин, уберите замаринованную рыбу в холодильник. Приготовление. Духовку разогрейте до 250 градусов. Рыбу выложите на противень, застеленный фольгой. Выкладывайте кожей вверх. Рыба уже впитала маринад, насытилась, и запекание кожей вверх сделает ее более красивой, чем если печь кожей вниз. Кроме того, кожа защитит ее от чрезмерного высыхания и сохранит сочность. Отправляйте рыбу в духовку, температуру убавьте до 220 градусов и готовьте в течение 15 минут. Список ингредиентов очень короткий, и сейчас вы видите его на экране. Если у вас есть возможность, используйте муку из твердых сортов пшеницы. Я использую именно ее, 50 на 50 мелкого помола и семолину. Паста с такой мукой никогда не разваривается. Кроме того, можно использовать цельнозерновую муку, а если муки из твердых сортов нет, используйте обычную белую муку высшего сорта. Вот для визуального сравнения мука из твердых сортов разного помола.
Для ленивого замеса я использую простой комбайн с ножами. Или же привлеките мужчину, замешивать тесто у них получается очень круто. В чашу комбайна всыпьте муку и вбейте яйца. Если хотите, можете добавить щепотку соли, но я готовлю без. Закройте комбайн и включите его. Сперва тесто пойдет комками, а когда оно соберется в шар, работа комбайна окончена. Посмотрите, какой красивый комочек получился, но тесто еще не готово. Сразу после замешивания тесто грубое, комковатое и рыхлое. Из такого теста готовить пасту еще нельзя, клейковина в нем не развита. Оно будет рваться, если вы попробуете его тонко выкатывать. Чтобы клейковину развить, нужно либо долго его вымешивать, либо пойти ленивым путем, как это делаю я. Просто заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 1,5-2 часа при комнатной температуре. Белки муки набухнут и пойдет пассивный процесс развития клейковины. Раскатывать пасту можно обычной скалкой. Я раньше именно так и делала, но недавно у меня появилась такая вот машинка, и теперь я пользуюсь ею. Итак, тесто отлежалось, и оно уже на ощупь стало мягче, чем сразу после смешивания. Посмотрите, оно стало мягче и эластичное, но все же еще надрывается. Теперь я мешу его вручную в течение минут 5, пока оно не станет более гладким. Делю тесто на небольшие куски, с которыми будет удобно работать. Пока вы работаете с одной частью теста, остальные заверните в пленку, иначе тесто будет подсыхать. Итак, приступаем к раскатке. Если вы замешивали тесто полностью вручную долго, то вы можете сразу приступать к раскатыванию до нужной толщины. Так как у меня метод сила экономный, то на этом этапе, неважно вручную или при помощи машинки, сперва нужно прокатать тесто несколько раз до толщины примерно 2-3 мм. Раскатали пласт, сложили, опять раскатали. Таким образом следует раскатать тесто 3-4 раза. После первой раскатки можно заметить, что оно еще немного рыхлое, но после таких вот манипуляций становится абсолютно гладким. Теперь можно выкатывать его до нужной толщины, постепенно уменьшая толщину пласта. Итоговая толщина теста может быть разной в зависимости от того, какие виды пасты вы будете готовить. Для моих любимых широких тальятелей я обычно останавливаюсь на отметке 2-3 на машинке и редко использую самую тонкую раскатку. Если тесто достаточно замешано, оно не будет липнуть, и муку в процессе раскатывания подсыпать не нужно. Для муки из высшего сорта, обычной, скорее всего подпыл потребуется, но ориентируйтесь по ситуации. Не нужно забивать мукой тесто излишне. Теперь раскатанные пласты теста нужно подпылить мукой и уложить один на один. На моей пастомашинке нет насадки для нарезки, поэтому я нарезаю пасту вручную ножом. Уложенные пласты теста сверните рулетом и нарежьте на полоски такой ширины, какие вам нравятся. Или же сформируйте пасту так, как захочется. Этот рецепт теста подойдет для любой формы. Свежую пасту лучше хранить в холодильнике и употребить в течение 2-3 дней. Варится она очень быстро, буквально 1-2 минуты с момента закипания. Также вы можете высушить свою домашнюю пасту и хранить так, как любую другую. Будет лучше, если при этом это будет контейнер с доступом воздуха или проветриваемая ткань, чтобы на случай, если паста не успела высохнуть полностью, она не заплесневела. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, а также оставляйте комментарии, если тема вам интересна. Как насчет приготовить пасту разных форм? Пишите, что думаете. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик. Список ингредиентов я оставила в описании под роликом. Фарш для основы может быть любым, на ваш вкус. Я взяла свиной, так как он у меня был в морозилке. Для скрепления яйца, а для нежности и сочности основы добавляю кабачок. Сыра беру 2 вида, дальше расскажу почему так. Соус моя домашняя маринара. Рецепт в этом же ролике размещу. Для начинки использую оливки и сладкий перец, но тут можно фантазировать бесконечно. Готовлю основу. Кабачок режу небольшими кусочками. Отправляю кусочки кабачка в удобную для измельчения емкость. У меня это банка. Туда вбиваю яйца, добавляю соль и измельчаю массу блендером до однородности. Фарш для основы получится довольно влажным, но благодаря этому в готовой пицце основа будет очень нежной. Она не будет слишком плотной, сухой, как это могло быть просто с фаршем. Все будет в балансе.
Теперь нужно смешать мясной фарш и смесь из кабачков с яйцами. Фарш получается вот таким по консистенции, ни жидкий, ни плотный. Противень застилаю пергаментной бумагой. Я ее помяла, чтобы листы не сворачивались и лежали на противне спокойно. Пергамент ничем не смазываю, но если вы в своем не очень уверены, то можно смазать маслом. Отправляю на противень весь фарш и разравниваю его, придавая округлую форму. Имитирую кружок теста. Отправляю корж в духовку подпечься при температуре 220 градусов на 15-20 минут. Готовлю соус. Первый этап – нарезка. Грубо рублю чеснок. Так как соус затем я измельчаю для гладкой текстуры, то особо с нарезкой не стараюсь. Лук нарезаю кубиками. Анчоусы грубо рублю. Интересная штука, во время приготовления анчоусы распадаются, как бы растворяясь в блюде. Вы увидите. Разогреваю на не очень большом огне сковороду и вливаю масло. Отправляю в масло анчоусы. Готовлю до минуты. Сейчас видно, что анчоусы начинают распадаться очень быстро. Отправляю в сковороду лук и чеснок. Помешивая, готовлю минуту. Всыпаю орегано, перемешиваю. Добавляю черный перец. Солить буду в конце. Готовлю еще минуту-две. Отправляю в сковороду помидоры. У меня тут целые помидоры в соку. Раздавливаю их лопаткой. Если помидоры кусочками, то просто выливаю. Перемешиваю и довожу до кипения. Убавляю огонь и оставляю булькать. Сейчас видно, что соус довольно жидкий. Нужно выпарить его и загустить. В зависимости от помидоров и их сочности это может занять разное количество времени. Так что тут на время не ориентируюсь. Смотрю на сам соус. Когда я готовлю соус из свежих помидоров, то я их предварительно обдаю кипятком и снимаю кожицу, а затем нарезаю кубиками. И когда отправляю их в сковороду, добавляю ложку томатной пасты для насыщенности. Если помидоры не очень сочные, вначале можно также влить немного воды, чтобы помочь им размягчиться. Мой соус выпаривался 15 минут, и вот так он сейчас выглядит. Теперь я солю соус по вкусу и перемешиваю. Даю соусу маринара немного остыть и перекладываю в блендер. Можно также использовать и погружной. Тщательно измельчаю соус до однородности. Если у вас есть желание приготовить этот соус с запасом в разгар сезона помидоров, то его можно без проблем закатать в банки, и он будет прекрасно храниться. Для этого после измельчения соус нужно будет довести до кипения, разложить по стерильным баночкам и укупорить. В общем, все стандартно для консервации. Нарезаю соломкой сладкий перец. Натираю сыр. Я использую два вида: сулугуни для сливочности и тянучки, а выдержанный сыр пекарина для насыщенного и острого вкуса. Сулугуни натираю на крупной терке, а пекарина на мелкой. Корж дошел до нужной кондиции. Выделившиеся соки в углу испарились и пергамент подгорел, но сам корж чувствует себя прекрасно. Смазываю его томатным соусом, далее выкладываю сладкий перец. Распределяю ровным слоем сулугуни. Далее орегано для придания средиземноморского аромата, а затем выкладываю оливки. Я их не нарезаю, чтобы пицца выглядела более фактурно, и при поедании оливки будут как бы островками яркого вкуса. Завершаю все слоем выдержанного сыра. Отправляю пиццу под гриль на 4-5 минут, температура 220 градусов. Если гриля нет, в стандартном режиме вверх-вниз максимально близко к верху. Как только сыр расплавится и начнет приятно румяниться, пицца готова. Пропорции рассчитаны на кусок весом в 1,5 килограмма, как у меня. Традиционно для буженины берется мясо с тазобедренного отруба. Возьмите 30 граммов соли, 3 апельсина, из них будет нужно выжать сок, а с одного снять цедру. Потребуется также 1 головка чеснока, 3 вот таких вот размером с палец корешка имбиря и черный перец по вкусу. Первым делом нужно подготовить маринад и замариновать мясо. Сперва снимите цедру с 1 апельсина на мелкой терке, не задевая белую часть.
Затем разрежьте все 3 апельсина напополам и выжмите из них сок. Выжимайте сок в глубокую миску, отправив туда же соль и снятую цедру. В магазине старайтесь выбирать сочные, тяжелые апельсины. Они не только полны сока, а еще и сок этот очень сладкий. Эта сладость прекрасно сочетается со свининой, и вкус маринада будет сбалансированным. Теперь натрите корешки имбиря. Не нужно морочиться и чистить их, просто хорошенько помойте. На моем сайте есть еще 3 свежих мясных рецепта. Ссылки на них находятся в описании под видео. Сок с цедрой и солью отправляйте на тертый имбирь. Добавьте щедрую порцию свежемолотого черного перца. Теперь пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока сразу в маринад. Не стоит сильно заботиться о максимально однородном измельчении. Если остаются какие-то кусочки, пускай так и падают. Перемешайте смесь. Посмотрите, какой кашеобразной консистенции она получилась. На дно глубокой формы или лотка отправьте 4-6 столовых ложек маринада вместе с гущей и уложите в форму мяса. Сверху вылейте весь маринад и немного обложите кусок пряной гущей. Затяните форму пленкой или закройте крышкой и отправляйте мариноваться часов на 8. Если есть возможность, раз-другой переверните мясо, чтобы оно напитывалось равномерно. Пришло время запекать буженину, закончив подготовку особым образом. Так мясо станет райски нежным и сочным. Откройте мясо, уберите частички гущи и выложите на какую-нибудь тарелку. Процедите маринад через мелкое сито. Именно поэтому не нужно было заморачиваться с кусочками чеснока и кожицей имбиря. Теперь нужно процедить маринад еще раз, чтобы избавиться от любых частичек, которые могло пропустить сито. Дальше вы поймете, зачем это нужно. Я использую 2 слоя агроволокна для процеживания. В этом маринаде все 3 вкусовые ингредиента очень сильные, а поэтому они придадут мясу яркий аромат, и при этом ни один из них не будет перетягивать одеяло на себя. Кусок мяса оботрите бумажными полотенцами, счистив остатки мякоти из маринада. Не нужно стараться убрать все до мельчайших частичек, но основную часть убрать стоит, чтобы во время приготовления они не подгорали. Пришло время насытить мясо маринадом изнутри максимально. Возьмите шприц и, набирая в него маринад, наполните им мясо. Старайтесь вогнать маринад равномерно по всему куску. В идеале стоит ввести в мясо хотя бы половину маринада. Кстати, именно поэтому мы так тщательно процеживали его, чтобы иголочка могла набирать его и никакие остатки мелких частичек не мешали. Переложите мясо в форму для запекания и вылейте в нее остатки маринада. Еще несколько уколов маринадом и отправляйте мясо в духовку, разогретую до 180 градусов на 90 минут. Если вы хотите максимально контролировать приготовление мяса, используйте термометр. Это очень удобно, он сам сообщит, когда мясо готово. Нужно всего лишь воткнуть щуп в самую толстую часть мяса и установить нужную температуру. Для свинины это 70 градусов. После приготовления дайте мясу остыть при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на пару-тройку часов. Мясо получилось красивое и в меру румяное, но я решила немного пошалить и еще больше зарумянить его при помощи горелки. Я собрала жир, который вытопился за время приготовления, слегка его подплавила и смазала мясо, а затем обожгла со всех сторон. Буженина обрела более сильный аромат на корке, а также стала выглядеть очень брутально, как будто бы ее готовили на огне. Мне очень нравится такой эффект. Если же вам нет или у вас нет горелки, просто нарезайте готовую буженину на тарелку и подавайте. Только посмотрите, какая она нежная, ни одного намека на сухость. Сочно, сочно, сочно. Далее на очереди запеканка из зеленой гречки. Можно готовить из любой, но из зеленой мне нравится больше. У нее более клейкая текстура, и тут это кстати. Сама запеканка получается сытной, и это вполне полноценное блюдо. Список ингредиентов размещен в описании под роликом. Овощи для запеканки можно взять любые, и комбинировать их по-своему тоже можно. Стоит просто соблюсти общее количество в рецепте. Гречку отвариваю. Сперва промываю крупу, затем добавляю масло, немного соли и вливаю двукратный объем воды. Довожу гречку на огне до кипения, прикрываю крышкой, варю 8 минут. Затем огонь выключаю, крышку закрываю и оставляю еще на 8 минут. Гречка впитает оставшуюся влагу, при этом сохранятся ядрышки. Аккуратно распушаю, да, такого слова нет, я знаю, но теперь есть. В общем, взбадриваю гречку и перекладываю ее в глубокую миску. Отставляю пока в сторону. Займусь овощами. Нарезаю кабачок кубиками размером около 1,5 см. Кабачок придаст нежности и сочности.
Нарезаю небольшими кусочками сладкий перец. Нарезаю грибы примерно такого же размера кусочками, как и кабачок. Они придадут аромат. Перехожу к сковороде. Разогреваю ее на сильном огне и вливаю пару столовых ложек масла. Отправляю в сковороду сперва кабачки. Важно, обжариваю овощи на сильном огне, чтобы они не начали отдавать воду и тушиться. Важно усилить их вкус обжариванием. Потряхиваю, помешиваю. Когда кабачки начнут становиться румяными, отправляю к ним грибы. Помешиваю и готовлю минуты 3-4. Обжариванием я не только усиливаю вкус овощей и этим сделаю запеканку вкуснее, а еще и избавляюсь от лишней влаги. В конце обжаривания добавляю перец. Готовлю буквально минуту и все, огонь выключаю. Выкладываю овощи на какую-то плоскую тарелку и даю подостыть. Небольшими кубиками нарезаю ветчину. Она придаст яркий вкус благодаря подкопченности и при этом сделает блюдо сытнее, мясной компонент. В принципе, мясной компонент тут может быть любым, эксперименты приветствуются. В гречку отправляю сметану и яйца, перемешиваю. Отправляю в миску ветчину и овощи. Щедро солю, приправляю перцем и перемешиваю. Смазываю маслом форму для выпечки и отправляю туда гречку с овощами. Разравниваю смесь. Выпекаю эту запеканку при 175 градусах около 40-45 минут или пока она не станет упругой посередине. Подавать можно как в горячем, так и в охлажденном виде. Следующий рецепт – вкуснейший гарнир из гречки с нутом. Очень сытно. Можно подать к нему какое-то нежирное мясо или рыбу, а можно и вовсе обойтись им как основным блюдом. Список ингредиентов размещен в описании под роликом. Гречку я заранее промыла. Вместо нута можно взять также фасоль или чечевицу, томаты в соку использую свои. Рецепт есть на канале и ссылку я оставлю в описании. Подготавливаю все овощи и затем весь процесс приготовления будет простым и легким. Натираю на крупной терке кабачок и морковь. Лук нарезаю кубиками. Чеснок режу крупными кусочками. В сковороде разогреваю пару ложек масла и отправляю в нее сразу все овощи. Готовлю, помешивая на среднем огне. Протушиваю овощи до мягкости. У меня это где-то минут 5. Отправляю в сковороду специи. У меня орегано и копченая паприка. Используйте то, что вам по душе. Всыпаю промытую гречку и вливаю помидоры в соку. Щедро солю все, перемешиваю и вливаю еще полстакана воды. Накрываю сковороду крышкой, огонь убавляю и оставляю на 10 минут готовиться. Отправляю в сковороду нут, слив с него жидкость. Аккуратно перемешиваю, накрываю сковороду крышкой и готовлю еще 5 минут. Через 5 минут выключаю огонь, оставляю гарнир постоять еще 10 минут и он готов. На 1,5 килограмма крылышек с третьей фалангой возьмите 100 граммов растительного масла, 100 граммов меда, 50 граммов лимонного сока, 1 корень имбиря и 1 головку чеснока. Специи: 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки копченой паприки, 1 чайная ложка молотого кориандра, половина чайной ложки перца чили и 1 чайная ложка сумаха. Сделать заготовку для крылышек лучше всего за ночь, но если вы замаринуете их за день-два до приготовления, им это пойдет только на пользу. Дальше я расскажу, как ускорить процесс маринования, если времени в обрез. Итак, очистите корень имбиря и головку чеснока. Каждый зубчик чеснока раздавите ножом, чтобы выпустить наружу ароматные эфирные масла. В таком виде ингредиенты обогатят маринад ароматами, и при этом перед приготовлением убрать их будет очень легко. Отправьте раздавленный чеснок в глубокую миску. Если замариновать крылышки нужно побыстрее, чеснок пропустите через пресс. Крупно нарежьте имбирь и отправляйте его к чесноку. Для ускоренного маринования имбирь нужно натереть на терке. В этом случае перед приготовлением нужно будет тщательнее убрать остатки чеснока и имбиря, чтобы они не подгорали во время запекания.
Разрежьте лимон и выжмите сок к чесноку с имбирем. Добавьте соль, всыпьте паприку, чили, кориандр и сумах. Добавьте в маринад мед. Перемешайте. Если у вас мед засахарился, аккуратно подтопите его на водяной бане или в микроволновке. Лимонный сок и сумах сбалансируют сладость меда и вкус получится гармоничным. Влейте в маринад масло и перемешайте еще раз. Да, его немало, но масло поднимет температуру маринада в духовке и крылышки будут жариться, а не тушиться. Отрежьте крайнюю фалангу у каждого крылышка и сразу отправляйте мясистую часть в маринад. Мяса на крайних фалангах нет, и они могут подгорать во время запекания, а так вы сможете пустить их на бульон. Теперь тщательно перемешайте крылышки в маринаде, чтобы они покрылись им со всех сторон. Я надеваю перчатки, чтобы кожа рук не окрасилась, да и перец чили, хоть его и немного, может немного подпекать, если кожа рук чувствительная. Погрузите крылышки в маринад, придавив их, затяните миску пленкой и отправляйте на ночь в холодильник. Если у вас есть вакууматор, можете запаять крылышки в таком виде, и они могут ждать приготовления целую неделю. Запекание в духовке. Выложите крылышки на противень, застеленный фольгой. Это облегчит уборку после приготовления. Раскладывайте так, чтобы крылышки находились на расстоянии друг от друга. Так лишний маринад будет стекать, и если он где-то подгорит, это не коснется самих крылышек. Да и готовиться так они будут быстрее и равномернее. Полейте крылышки небольшим количеством маринада и отправляйте в духовку, разогретую до 220 градусов. Я использую режим конвекции. Через 10 минут полейте крылышки маринадом еще раз и, если необходимо, разверните противень. Через 10 минут повторите процедуру. Еще через 10 минут крылышки готовы. В общей сложности на запекание в духовке нужно 30 минут. Посмотрите, какими румяными получились эти куриные крылышки в духовке. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. С вилка цветной капусты я сняла внешние зеленые листочки и грубо нарезала. Измельчаю капусту в кухонном комбайне до состояния крошки. Делаю это в 2 приема, так как вилок у меня достаточно крупный. Вот такой получается текстура. Визуально это уже похоже на кускус, только цвет пока не такой, но пока продолжаю. Режу небольшими кубиками луковицу. Мелко рублю чеснок. Разогреваю сковородку и отправляю топленое масло. Всыпаю лук, чеснок и готовлю на среднем огне, помешивая до прозрачности лука. Всыпаю кориандр и куркуму, перемешиваю и готовлю еще минутку. За это время специи прогреваются и начинают выпускать ароматы. Отправляю в сковородку измельченную капусту. Вилок у меня был достаточно крупный, поэтому сковорода заполнена, что называется, под завязку. В процессе приготовления капуста усядется, так что ничего страшного, просто нужно аккуратнее перемешивать смесь. Итак, перемешиваю, чтобы распределить лук с чесноком и со специями по капусте. И вот уже блюдо по-настоящему становится похожим на кускус. Солю по вкусу и готовлю 5-7 минут. Выключаю огонь, нарезаю небольшой пучок зеленого лука. Отправляю его в сковородку с капустой и перемешиваю. Посмотрите, кстати, как уселась цветная капуста. Гарнир готов. Будет просто волшебно с домашними сосисками или пряной запеченной скумбрией с моего канала. Ссылки оставлю в прикрепленном комментарии.
Список всех ингредиентов я оставила в описании под видео. Начну с мяса, которое крупно режу для измельчения на мясорубке. Для этого рецепта подойдет абсолютно любое мясо, а также можно приготовить буханку из рыбы. Для ролика я готовлю метлов из комбинации куриного филе и свиной лопатки. Я чаще беру по ситуации то, чего хочется и какое мясо есть. Рецепт универсальный. Суммарно потребуется 1-1,2 кг мяса для большой буханки. По желанию можно использовать уже готовый фарш. Готовлю всегда большую порцию, потому что это удобно. Один раз все сделал и пара-тройка дней есть запас. Теперь крупно режу овощи, которые я измельчу на мясорубке вместе с мясом. Режу крупно луковицу и кабачки. Лук придаст пикантность вкусу, а вот кабачки с их нейтральным вкусом я добавляю для нежности и сочности. Я никогда не добавляю в метлов сухари, они наоборот сделают его суше. В конце ролика я покажу детально, насколько нежным получается этот хлеб. К тому же совсем скоро уже пойдут молоденькие кабачки, так что рецепт не теряйте. Кроме того, вместо кабачков можно смело добавить самую обычную капусту, цветную капусту, брокколи, морковь и свеклу, шпинат, черешковый сельдерей. Можно комбинировать эти овощи, а еще можно добавить зеленый горошек целиком, тоже будет очень здорово. Приступаю к измельчению. Пропускаю через мясорубку мясо и овощи сразу вместе, установив среднюю решетку. Если используете уже готовый фарш, то просто измельчите овощи в блендере или другим удобным способом. Добавляю в фарш специи, всыпаю соль. Добавляю копченую паприку. Она добавит очень легкий и приятный аромат дымка и создаст шашлычное настроение. Добавляю молотый кориандр и черный перец. Вбиваю к фаршу яйца и тщательно вымешиваю фарш. Нужно вымешать не только до однородности, а еще и до того состояния, когда фарш становится слегка вязким, упругим. Часто по такому принципу вымешивают котлетный фарш. Вот тут такая же схема. Если не хочется вымешивать вручную, используйте миксер с насадками-крюками, кухонный комбайн или планетарный миксер с насадкой весло или К, как для песочного теста. Вот таким должен получиться фарш. Он вязкий, и это значит, что готовый хлеб не будет распадаться и будет классно резаться. Теперь я смазываю небольшим количеством масла форму для выпечки. У меня форма размером 12 на 22 см, это без бортиков. Можно выпекать в стеклянных формах, керамических, в упругих силиконовых, в разъемных круглых или в глубоком противне в виде пласта. Или вовсе в форме для порционных кексов, что есть, то и используйте. Отправляю в форму весь фарш. У меня количество фарша как раз помещается в мою форму так, чтобы получился красивый пузатенький хлеб. Заполняю форму и приглаживаю верх. Отправляю мясной хлеб в духовку, разогретую до 240 градусов, и пеку при такой температуре в течение 20 минут. А затем снижаю температуру до 160 градусов и пеку еще 50-60 минут. Хлеб довольно большой, так что если будете уменьшать порцию, то и процесс будет длиться меньше. Ориентируйтесь по виду. Такой вот режим выпечки сперва схватывает хлеб внешне, а затем при сниженной температуре метлов пропекается уже по всей толще. В итоге хлеб не отдаст много сока наружу, большая часть сохраняется внутри, и я это покажу. После выпечки я даю хлебу отдохнуть в форме минут 10-15, прежде чем подавать как горячее. А если готовлю как закуску и альтернативу колбасе, то оставляю остыть прямо в форме и в выделившемся соке. А теперь разрезаю хлеб. Посмотрите, какая невероятная сочность. Текстура нежная, эластичная. Это очень вкусно и очень сытно. Набор ингредиентов для блюда очень простой, и точное количество каждого ингредиента я оставила в описании под роликом. Я беру макароны из твердых сортов, они не разваливаются и остаются упругими. В этот раз использую цельнозерновые. Лучше брать короткие сорта с какими-то завитушками. Они круто собирают на себе густой сырный соус. Для хрустящей корочки потребуются панировочные сухари и выдержанный твердый сыр, пармезан, грана падано, чеддер или что-то подобное. Такой сыр очень насыщенный, поэтому нужно совсем немного. В большую кастрюлю набираю много воды, щедро солю, довожу до кипения и отправляю туда макароны отвариваться. Готовлю их на 2 минуты меньше, чем рекомендует на упаковке производитель. Макароны затем еще будут в соусе и дойдут, не переготовятся и не станут кашей. Пока закипает вода и готовятся макароны, готовлю соус. Для него натираю на крупной терке сыр. В сковороду отправляю сливочное масло, даю растопиться и всыпаю муку.
Готовлю все на небольшом огне. Перемешиваю смесь, чтобы масло и мука равномерно смешались. Затем понемногу вливаю в сковороду бульон, тщательно вымешивая соус, чтобы комочки расходились и соус был нежным и однородным. Это по сути соус бешамель, только вместо молока я использую бульон. Так вкус блюда станет еще насыщеннее. Я ввела весь бульон, соус получился очень красивым, нежным, комочков нет. Добавляю немного перца. Так как бульон у меня был подсолен, то соль в соус не добавляю. По желанию можно добавить мускатный орех. Перемешиваю соус, довожу до кипения и отправляю в него натертый сыр. Перемешиваю, чтобы весь сыр разошелся. Посмотрите, каким нежным, обволакивающим получается этот соус. Потрясающе! Этим временем макароны сварились, и я откидываю их на сито. Отправляю макароны в соус и перемешиваю, чтобы соус покрыл их со всех сторон и попал во все углубления. Итак, базовая, простая вариация блюда готова. Какая сливочность и нежность! Теперь идем дальше и сделаем макароны с сыром и хрустящей корочкой. Включаю духовку в режиме гриль, температура 200 градусов. Если нет режима гриль, используйте максимальный верхний нагрев. Натираю на терке выдержанный сыр и смешиваю его с панировочными сухарями. В форму для запекания выкладываю макароны в сырном соусе и разравниваю слой. Посыпаю макароны сверху смесью из сыра и панировочных сухарей, отправляю в духовку под гриль на 3-4 минуты, пока корочка не зарумянится. Только посмотрите, каким красивым получается блюдо. Нежные макароны с сыром и яркая текстурная корочка сверху. Это очень вкусно. Какой вариант выберете вы? Поделитесь в комментариях. Список ингредиентов к рецепту я оставила в описании под видео. Начинаю с подготовки баклажанов. Я использую вот таких полосатиков, так как в магазине они просто были самыми свежими. Сорт подойдет любой. Срезаю чашелистики и нарезаю баклажаны пластинами толщиной около сантиметра. Теперь я укладываю баклажаны в глубокую емкость слоями, тщательно присаливая каждый слой. Соль растворится и вытянет влагу, и если баклажаны с горчинкой, соль вытянет и горечь. Оставляю баклажаны на 20-30 минут, вот такими они стали. Теперь нужно избавить их от лишней жидкости. Для этого я выкладываю их на разделочную доску, застеленную бумажными полотенцами, и хорошенько промакиваю их полотенцами сверху. Теперь баклажаны нужно приготовить. По классике для мусаки их обжаривают в раскаленном масле, но я, так сказать, экономлю на калориях. Немного смазываю их маслом при помощи кулинарной кисточки, выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и запекаю в духовке при 200 градусах в течение 15-20 минут. Недавно на моем канале вышел рецепт вкуснейшей сытной пиццы на мясной основе, без теста. Отличный рецепт с сезонными кабачками. Ссылку оставлю в описании. Баклажаны подготовлены. Теперь приступаю к приготовлению мясного соуса. Он очень сильно напоминает итальянский болоньезе, но тушить его нужно не так долго. Кстати, болоньезе есть на моем сайте, ссылку на рецепт оставлю. Фарш можно взять любой. Я использую телятину и измельчаю мясо самостоятельно на мясорубке. Нарезаю небольшими кубиками лук и рублю чеснок. Натираю на крупной терке морковь. Сковороду разогреваю на довольно сильном огне, вливаю туда пару ложек растительного масла и отправляю туда фарш. Время от времени помешиваю его, чтобы разбивать крупные комочки. Готовлю до появления легкой золотинки. Добавляю в фарш соль, специи для мусаки и сухое вино. Перемешиваю и готовлю пару минут. Я использую готовую смесь для мусаки. В ее состав входят орегано, молотый кориандр, корица и острый красный перец. Все эти специи можно взять по отдельности. 1 чайную ложку орегано, пол чайной ложки кориандра, четверть чайной ложки корицы и столько же красного перца. Отправляю в сковороду лук, чеснок и морковь. Перемешиваю до распределения и готовлю пару минут.
Вливаю в сковороду томатный сок, перемешиваю и оставляю тушиться на небольшом огне минут 10, пока жидкость не выпарится и соус не станет густым. Готовый соус оставляю в сковороде. Теперь приготовлю быстрый вариант соуса бешамель. Процесс по классике можно увидеть в моем видео «Макароны с сыром», ссылку оставлю. В этом рецепте мне захотелось ускорить процесс, так что пойдем по пути заварного крема. Итак, в кастрюлю выливаю молоко и отправляю туда сливочное масло. Отправляю смесь на огонь, пускай доходит до кипения. Этим временем в миску высыпаю муку. Добавляю соль и перец. Вбиваю яйца. Тщательно перемешиваю смесь венчиком до однородности. Когда молоко с маслом закипит, помешивая, вливаю его в яичную смесь. Вливаю где-то половину, перемешиваю, а затем выливаю все обратно в кастрюлю. Перемешиваю и возвращаю будущий соус на огонь. Помешивая, варю соус до загустения. Отправляю ложку соуса бешамель в мясной соус и перемешиваю. Бешамель сделает его более нежным и шелковистым. Натираю на терке сыр. Я использую чеддер. Очень круто сюда подойдет овечий или козий сыр. Они придадут пикантности и яркости, и для греческой кухни эти виды очень характерны. Теперь приступаю к сборке. На дно формы плотным слоем выкладываю 2/3 баклажанов. Размер моей формы 22 на 22 см. Распределяю поверх баклажанов мясной соус плотным слоем. Сверху выкладываю оставшиеся баклажаны. Распределяю сверху соус бешамель и разравниваю его. Присыпаю верх сыром и равномерно его распределяю. Запекаю мусаку в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут до румяности сыра и аппетитнейшего побулькивания у краев. Список ингредиентов сейчас вы видите на экране, а также он продублирован в описании. Свежую кинзу я не буду использовать, у меня сушеная, но вы ориентируйтесь на свою любовь к ней. Лука у меня больше, так как у меня мелкий, чеснок использую молодой по сезону. Сперва удобно провести все подготовительные работы, чтобы не метаться от нарезки к обжарке. Начинаю с разделки курицы. Думаю, тут объяснять ничего не нужно, курица регулярно появляется на наших столах, поэтому проблем с разделкой быть не должно. Я делю на 8 кусков, каждое филе на 2 части, кожу и кость не удаляю, ножки тоже делю на 2 куска по суставу, плюс крылышки с обрезанной крайней фалангой. Обрезки отправляю в морозильную камеру на бульон. Нарежьте лук. Для этого блюда мне нравится резать его тонкими перьями. Так они и форму сохраняют, и при этом кусочки получаются нежные. Как вы видите, у меня тут и белый, и красный. Какой был, такой и использовала. Теперь очищенный чеснок отправляю в ступку и всыпаю к нему соль. Нужно растереть смесь до пастообразного состояния. Соль поможет сделать это быстрее. Если нет ступки, используйте блендер или же просто пропустите через пресс и разотрите с солью. Помидоры в соку нужно размять. Не стоит добиваться максимальной гладкости, пускай масса будет неоднородной. Если у вас помидоры в соку в кожице, предварительно ее снимите. Если используете свежие помидоры, их нужно надрезать, обдать кипятком и очистить от кожуры, а затем порубить. Теперь перебираемся к плите. Сперва обжарьте кусочки курицы. У меня сковорода большая, но я все равно жарю в 2 приема, чтобы курица обжаривалась, а не тушилась. Если в целях экономии времени вы выложите все куски сразу, температура сковороды резко упадет и мясо начнет выпускать сок и тушиться. Нам же нужна румяная корочка, а поэтому жарим частями и на сильном огне. Я также готовлю курицу под крышкой. Уж слишком сильно раздражаюсь, когда начинает разбрызгиваться жир в процессе, особенно когда попадает на камеру. Курицу нужно обжарить до румяной корочки с 2 сторон. При этом из сохраненной на кусках кожи будет вытапливаться жир, в котором и будет обжариваться птица. Обжаренную курицу переложите в огнеупорную форму. У меня в одну все куски не влезли, использую 2.
Огонь под сковородой убавьте до небольшого и отправляйте в нее нарезанный лук. Он будет готовиться в жиру из-под курицы и при этом соберет на себе все те румяные остатки со сковороды. Готовьте лук, помешивая время от времени до мягкости. Когда начнут появляться румяные края, всыпьте специи и перемешайте. Дайте им прогреться, ароматы станут сильнее. Отправляйте в сковороду растертый чеснок, перемешайте. Влейте в сковороду вино и готовьте в течение пары минут. Вино слегка выпарится. Отправляйте в сковороду томаты, перемешайте и готовьте минут 5-7 на маленьком огне. Пускай соус тихонько побулькает. Попробуйте соус на соль и, если необходимо, добавьте ее. Соус должен быть немного пересоленным, ведь курицу мы не солили вовсе. Распределите томатный соус поверх кусочков курицы. Отправляйте чахохбили из курицы в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовьте в течение 30 минут, а затем температуру убавьте до 150 и готовьте еще час. При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью. У меня это зеленый лук, но если вы любите кинзу, смело используйте ее. Готовится такая картошка очень просто. Я отобрала небольшие по размеру клубни, тщательно их вымыла и отправила в кастрюлю. Щедро солю и заливаю картошку водой. Довожу до кипения и варю в течение 20-25 минут до готовности. Картошка должна полностью приготовиться и стать мягкой. Сливаю воду и переношу картошку на противень, застеленный пергаментом, и начинаю давить клубни. Это можно делать при помощи дна стакана или банки, или при помощи толкушки для пюре. Мне удобнее всего так. Нужно распластать каждый клубень. Это блюдо еще называют битый картофель или ударенный, так что можно распластать картошку и рукой, если хочется снять напряжение. Благодаря распластыванию получится больше поверхностей, которые зарумянятся в духовке и станут такими вкусными. Теперь я поливаю каждый клубень растопленным сливочным маслом. У меня это домашнее топленое, ссылку на этот рецепт оставлю в описании. Отправляю картофель в духовку. Температура 220 градусов, у меня режим конвекция. Время приготовления 15-18 минут или до румяности, если вы используете обычный режим вверх плюс низ. Этим временем готовлю ароматное масло для отделки. Мелко рублю укроп и петрушку. Зелень может быть любой, по вашему вкусу. Отправляю зелень в небольшую пиалу. Пропускаю туда же через пресс чеснок. Добавляю немного соли и перца. Выжимаю сок лимона для контрастности вкуса. Вливаю оливковое масло и перемешиваю смесь. Масло берите такое, какое есть у вас и какое вам вкусное. Я не добавляю это масло на картофель перед выпечкой, чтобы травы и чеснок не подгорали. На картошке только из духовки они проявят себя самым лучшим образом. Выпустят все свои ароматы и вкусы под действием жара от картошечки. Итак, достав картофель из духовки, сразу же отправляю на него масло с зеленью и чесноком. Какие ароматы, какие вкусы и текстура! Шикарное и такое простое блюдо! Точный список всех ингредиентов расположен в описании под видео. Я купила 6 куриных филе. Да, на 7 дней 6 штук, это не ошибка. От каждого филе я отрежу мини-филе, это и будет материал для блюда на 7-й день. Такой вот расчет. Так вышло, что на паре из купленных филе мини-филе уже отрезали до меня, но ничего страшного, приступаю. Отрезаю с каждого филе мини-филе и немного подрезаю нижнюю, самую тоненькую часть. У меня вышло 6 цельных кусочков и подрезки. Кажется, куриное филе каждый день это скучно. Но подождите. Разный маринад на каждый день плюс разная форма подачи готового блюда, и ни о какой скуке тут не будет и речи. Мелко нарезаю эти вот обрезки, из них я приготовлю рубленые котлеты оладьи. И затем пущу на... Вы дальше сами увидите, на что я их пущу. Приступаю к маринованию каждой части. Понедельник. Куриное филе в горчично-медовом маринаде. Смешиваю растительное масло, винный уксус, можно взять яблочный или лимонный сок. Добавляю горчицу. Использую мягкую по вкусу горчицу, не очень острую. Добавляю мед.
Солю и перчу по вкусу. Перемешиваю маринад до состояния однородной эмульсии. Кстати, этот маринад отличная заправка для салатов. У меня на канале есть 2 больших видео с рецептами заправок. Ссылку на них я оставлю в описании под роликом. На вторник у меня будет куриное филе с индийским акцентом. Для маринада потребуется всего лишь 2 ингредиента, не считая соли. Густой йогурт или нежирная сметана и карри. Подойдет как сухая смесь специй, так и в виде пасты. В небольшую миску отправляю сметану, ложку пасты. Использую ее, так как она у меня просто есть. Добавляю соль и тщательно перемешиваю. На среду куриное филе в лимонно-чесночном маринаде. Легкий флер Средиземноморья. В миску отправляю пропущенный через пресс чеснок. Вливаю растительное масло. Добавляю соль, перец, орегано. Добавляю цедру лимона и выжимаю лимонный сок. Перемешиваю. Четверг и шашлычное настроение. Режу перьями луковицу. Белая, красная, неважно, какая есть. Отправляю лук в миску. Добавляю немного соли и копченую паприку. Она-то и придаст аромат дымка. Слегка мну рук лукой, чтобы выпустить немного сока. Он сделает мясо волшебным. Добавляю немного соуса табаско. Это для тех, кто любит остренькое. Кто не любит, не добавляйте. Перемешиваю. Для пятницы я подготовила азиатское настроение. Мариную курицу в соево-имбирно-чесночном маринаде. В ступку, можно использовать также терку или блендер, отправляю чеснок и очищенный имбирь. Добавляю соль, она поможет растереть смесь быстрее. Растираю смесь до состояния пасты. Вливаю соевый соус. Добавляю растительное масло, перемешиваю. Суббота. Тайское настроение. Для маринада беру кокосовые сливки и пасту для супа том-ям. Сперва растираю пасту с небольшим количеством сливок, чтобы дальше смешивать было проще. Затем вливаю оставшиеся сливки, добавляю соль и перемешиваю. Про пасту для супа том-ям я очень детально рассказывала в видео с рецептом этого знаменитого супа. Посмотрите, если вы еще не видели. Ссылку оставлю. Ну и воскресенье. Расслабляющее настроение и оставшееся рубленое мясо. Из него я приготовлю котлеты оладьи. Добавляю соль и яйцо. Чтобы придать котлетам очень яркий вкус, добавляю ложку соуса песто. Тщательно вымешиваю. Теперь дело за малым. Беру пакеты, раскрываю их, слегка подворачиваю края, чтобы закладывать продукты было проще и края не пачкались. Все пакеты размещаю в лотке. Удобно закладывать, и в нем же я отправлю все на хранение в холодильник до момента приготовления. Отправляю по пакетам подготовленные маринады. Раскладываю по пакетам филе. Отворачиваю края, слегка распределяю маринады. Благодаря вакууму они равномерно и тщательно промаринуют все мясо. В последний пакет отправляю рубленую смесь с песто. Запаиваю каждый пакет при помощи вакууматора Ромит. Кстати, бренд специализируется на технике для здорового образа жизни и в 2020 году получил награду как лучший бренд аксессуаров для ЗОЖ. Вот такой крутой набор заготовок у меня получился. Отправляю филе в холодильник. Если хочется приготовить побыстрее, оставьте замаринованное мясо на час-два при комнатной температуре. В холодильник я обычно отправляю на ночь и дольше, по удобству. Таким образом, замаринованное мясо можно затем приготовить как душе угодно, по-разному. Просто пожарить? Да, можно. А можно на гриле, а можно запечь, а можно пожарить кусочками. При обжарке я убираю лишний маринад, чтобы мясо не подгорело раньше того, как поджарится. Этот маринад можно добавить в блюдо в конце приготовления и прогреть. И вот такой шикарный набор блюд я получила, потратив на заготовки считанные минуты благодаря вакууматору Ромит. Раз. Салат с нежнейшими ломтиками горчично-медового куриного филе. Его я полила тем же маринадом, можно дополнить каким-то гарниром по желанию. 2. Нежные кусочки куриного филе в соусе карри. С рисом. Атмосферно.
3. Чесночно-лимонное куриное филе с быстрым сате из овощей. Я просто быстро обжарила те, что были на момент съемки ролика у меня дома, а в конце в овощи я вылила маринад от курочки. Прекрасно! 4. Домашняя шаурма с кусочками курочки в ароматном луковом маринаде. В шаурму я добавила немного лука из маринада, нашинкованную капусту и листья шпината, а также немного соуса цацики для свежести. Номер 5. Курочка в азиатском стиле, быстро обжаренная небольшими кусочками. В конце приготовления я добавила сладкий перец, гречневую лапшу собу и маринад от курицы. Прогрела все вместе, а в тарелке посыпала кунжутом. Превосходно, полноценно и ярко. 6. Куриное филе с тайскими ароматами и отварным рисом. Полила курицу прогретым маринадом. И номер 7. Быстрый домашний бургер с рубленой котлетой с соусом песто. Булочку я смазала нежной горчицей, добавила листья салата для свежести, оттенила вкус спелым сладким помидором и хрустящим нежным красным луком. Великолепно! Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован под видео. Используйте по своему вкусу любые виды кабачков или патиссоны. У меня были цукини, буду использовать их. Начинаю приготовление с подготовки панировки. Для нее натрите на мелкой терке твердый сыр. Подойдет пармезан, грана падано, чеддер, джугас или что-то подобное. Сыра потребуется совсем немного, но как раз он и сделает вкус панировки очень яркой. Отправляйте сыр в небольшую миску. К сыру добавьте муку, смесь итальянских трав, сушеный чеснок. Приправьте смесь солью и перцем. Перемешайте. Кабачки вымойте, срежьте концы, разрежьте вдоль на 4 части и затем поперек на 2-3 части. Можно делать брусочки более тонкими, но мне нравится именно такой размер. Так ощущается мясистость и сочность овоща внутри, и при этом он остается упругим. Отправляйте брусочки в контейнер. Полейте овощи растительным маслом и лимонным соком. Перемешайте, чтобы жидкости покрыли кабачки. Масло и сок не только добавят вкуса, а еще и помогут панировке приклеиться к брусочкам. Теперь выложите кабачки на какую-то плоскую широкую поверхность, чтобы они легли в один слой, и посыпьте половиной или 2/3 панировки. Перемешайте брусочки, чтобы панировка покрыла их. Всыпьте к кабачкам оставшуюся часть панировки. Противень застелите пергаментом и установите сверху решетку. У меня алиэкспрессная для остывания выпечки, но подойдет и та, что есть в самой духовке. Выкладывайте брусочки кабачков на решетку с небольшим усилием, вдавливая в оставшуюся часть панировки. Скажем так, нужно использовать всю панировку, чтобы на гранях брусочков она лучше закрепилась. Запекайте брусочки при 220 градусах в течение 12-15 минут. Если у вашей духовки есть режим конвекции, используйте его. Важно запекать такие кабачки именно на решетке, чтобы они не начали активно выпускать влагу и мокнуть. Они должны обдуваться горячим воздухом со всех сторон. Панировка в кабачках должна стать румяной, а сами брусочки при этом останутся упругими, но при этом они не будут сырыми. Конечно же, вкуснее всего это блюдо сразу из духовки. Полный список ингредиентов я оставила в описании под роликом. И пропорции по соли, и обмазка, все там. А я займусь подготовкой тушки. Я внимательно ее осматриваю, удаляю какие-то единичные пушинки. У меня тушка чистенькая, особо долго над ней возиться не пришлось. Для надежности прохожусь по ней горелкой, она уберет совсем меленький пух, который я могла пропустить визуально. Моя индейка весит 8 килограммов. Слишком большую брать не стоит, так как равномерно ее приготовить сложнее, да и не на каждый противень она поместится. 5-8 килограммов идеально, как по мне. Вырезаю шею. Мяса на ней не так много, и в запеченном виде это ни о чем, а вот бульончик на ней сварить святое дело. Готовлю рассол, чтобы нежно, деликатно и равномерно просолить всю тушку. Я готовлю раствор из 10% соли и 2% сахара. Но соль растворяю не во всем объеме воды, а в части, чтобы затем горячую часть рассола разбавить холодной водой и сразу отправить в него тушку, а не ждать, пока весь объем рассола остынет. Итак, горячую часть я выливаю в большую кастрюлю, где индейка будет принимать соляные ванны. Доливаю остальную часть жидкости в виде холодной воды. У меня кастрюля объемом 12 литров, рассола я приготовила 5. Отправляю свою птичку в кастрюлю с рассолом. Индейка не поместилась полностью, но я ее позже переверну, и все просолится идеально. Мясо возьмет столько соли, сколько нужно.
Обматываю верх кастрюли пленкой и убираю индейку просаливаться в холодное место. Сейчас у меня это балкон. Время на посолку сутки или двое. Я оставила на двое суток. И через сутки индейку перевернула. Дополнительно уложила сверху тарелку и 2 небольшие гантельки, чтобы притопить птицу в рассоле настолько, насколько получится. Как видите, получилось очень хорошо. В день приготовления достаю индейку из рассола и перекладываю на поднос, застеленный бумажными полотенцами. Нужно оставить птицу на пару часов немного согреться и обсохнуть. Так обмазка ляжет лучше, а благодаря согреву индейка равномерно пропечется. Готовлю обмазку. Я сделаю ее с легкой сладинкой, которая так хороша с птицей. Натираю на мелкой терке цедру хорошо вымытого апельсина. Белую часть не задеваю. Отправляю в миску с цедрой сушеный розмарин и сушеный чеснок. В сушеном виде эти специи дадут яркий аромат, и при этом они не будут подгорать во время приготовления. Дополнительно немного соли и перца. Так как мясо уже посолено, то тут нам соль нужна только для вкуса кожицы. Теперь отправляю в миску размягченное сливочное масло. Я положила пачку из холодильника рядом с теплой варочной поверхностью, и оно даже немного подплавилось. Так будет удобно смешивать обмазку. Перемешиваю масло с добавками. Пахнет уже очень вкусно. Теперь я вливаю в смесь соус терияки. Он сладимый, придаст и вкус, и цвет. Если не хотите использовать его, можно взять пару чайных ложек меда как альтернативу. Выжимаю в масло сок из апельсина, с которого я снимала цедру. И теперь нужно всю эту массу смешать до однородности. Сперва масло будет вбирать жидкость не очень охотно, но затем смесь превратится в легкую и нежную эмульсию. Индейку укладываю на противень, застеленный пергаментом. У меня 2 слоя. Крайние фаланги крылышек подворачиваю, чтобы они не торчали и не подгорали в духовке. И теперь я обмазываю масляной смесью индейку. Делаю это щедро. Удобнее всего делать это просто рукой, и при этом если кожа индейки сухая, то масло будет ложиться хорошо, а вот если мокрая, то будет неудобно. Я обмазываю птицу сверху, не отделяю кожу от грудки и не закладываю смесь под нее, мне подходит и так. Но если вам захочется завести масляную смесь под кожу, вперед. И примерно четверть масляной смеси я оставляю на потом. Внутрь индейки я ничего не закладываю. Во-первых, мне нравится, что воздух циркулирует и внутри, и готовится индейка так быстрее. Во-вторых, ароматов достаточно и в обмазке. Не хочется разбавлять их с чем-то еще. В-третьих, если готовить начинку как гарнир, мне не очень нравится фаршировать, доставать все это для подачи. Мне удобнее приготовить какой-то гарнир отдельно. И про гарнир будет отдельный ролик. Подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропустить. Теперь я аккуратно подошью кожу сверху и снизу, чтобы в процессе выпечки она не расползалась и было эстетичненько. Сильно кожу не стягиваю, чтобы она не порвалась, чисто для сохранения формы. Снизу кожу стягиваю чуть сильнее, а краем нити обвязываю ножки и хвост. Так индейка сохранит более аккуратную форму во время выпечки. И вот такая красивая тушка получилась, и она готова к запеканию. Лучший способ готовить любое мясо – это контролировать температуру. Я топлю за это в своих мясных видео часто, потому что стоит термометр недорого, и результат у вас будет всегда идеальный. Но я оговорю и время для тех, кто противится идее готовить идеальное мясо с минимумом усилий. Есть разные термометры, которыми можно воспользоваться. Удобнее всего либо механический, который можно использовать в духовке, либо электронный со щупом. На механический нужно будет время от времени поглядывать, как там идет процесс, а электронный сам просигнализирует, когда мясо дойдет до нужной температуры. Для индейки я устанавливаю температуру 67-68 градусов и устанавливаю сразу 2 своих термометра, буду контролировать процесс максимально. Отправляю индейку в духовку, разогретую до 100-110 градусов, режим нижний нагрев. Она будет медленно готовиться, и при этом процесс будет идти равномерно. Если задрать температуру, индейка снаружи будет уже сушиться, а то и подгорать, а внутри будет еще сырой. До нужной температуры моя индейка дошла за 3,5 часа. Напомню, вес тушки 8 килограммов. Теперь я достаю тушку, включаю режим конвекции и задираю температуру до 200 градусов. Буду подсушивать и слегка румянить корочку. Щуп термометра я вынула, сейчас видно сочность грудки и что сок уже прозрачный, то есть птица уже готова.
Я снимаю свою обшивку и обмазываю индейку оставшейся масляной обмазкой. Она быстро тает на мясе и обволакивает тушку. Красота! Крылышки я просто полила соками с дна противня. Отправляю индейку румяниться. В зависимости от того, насколько румяную корочку вы хотите, можно ее румянить сильно или не очень. Я румянила не очень сильно. Суммарно в течение 20 минут один раз перевернув противень с индейкой для равномерности. На одной ножке кожа лопнула, но страшного в этом я ничего не вижу. Зато какая она красивая. После приготовления я накрываю индейку листом фольги и даю отдохнуть в течение 20-25 минут. Внутренняя температура еще немножечко поднимется, соки равномерно распределятся и при нарезке не выйдут все наружу, а останутся в мясе. И теперь давайте посмотрим, какая волшебная красота у меня на столе. И, конечно же, оценим разрез и сочность. Как вам результат? Время приготовить сливочный кассероль, то бишь запеканку. У меня два разных баклажана, один крупный обычный и один небольшой. Их нужно вымыть и нарезать крупными кусочками размером 2-3 см. Отправляйте баклажаны в глубокую миску. Такого же размера кусочками нарежьте кабачок. У меня два небольших цукини. Можете использовать любой вид. Смешайте кабачки с баклажанами. Посолите овощи, влейте немного растительного масла и перемешайте, чтобы масло и соль распределились. Теперь эту смесь нужно запечь. Так как я готовила несколько блюд одновременно, запекать эти овощи буду на половине противня. Готовьте при 250 градусах в течение 30 минут до румяных краев. Готовим заливку. Разомните творог. Вместо него, кстати, можно взять фету или брынзу, но тогда будьте осторожны с солью. К творогу добавьте крахмал, соль, перец, и я также добавляю пищевые дрожжи для насыщенного вкуса. Эта добавка факультативна, можете взять любые специи по своему вкусу. Перемешайте смесь. Влейте к творогу сливки и перемешайте еще раз. Натрите на крупной терке моцареллу. Половину сыра отправляйте в творожно-сливочную смесь, а половина останется для посыпки сверху. Запеченные овощи выложите в огнеупорные формы для выпечки, в которых будет удобно блюдо и подать. В идеале готовить такой кассероль в порционных формочках, если у вас такие есть. Распределите овощи и залейте их сливочной заливкой. Сверху присыпьте натертой моцареллой, и я дополнительно посыпала запеканку орегано. Запекайте при 250 градусах в течение 15-20 минут. Приступаем к фрикаделькам. Отличное сытное блюдо. Их можно подать просто с соусом или дополнить ими кашу, картошку или пасту. Баклажаны вымойте. У меня один крупный и два небольших. Или же берите просто два обычных баклажана. Их нужно нарезать кусочками по 2-3 см. Очистите и крупно нарежьте лук. Отправляйте баклажаны и лук в глубокую миску, посолейте, влейте немного растительного масла и перемешайте, чтобы масло и соль распределились. Выложите овощи на противень и запекайте при 250 градусах в течение 30 минут. Очень удобно. Мелко порубите лук. Истолките в ступке чеснок или пропустите его через пресс. Добавьте анчоусы и разотрите. Анчоусы усилят вкус соуса, сделают его насыщенным, но вы можете их не добавлять, если не любите. Помидоры вымойте и разрежьте надвое поперек. Натрите их на мелкой терке так, чтобы кожица осталась у вас в руке. Напоминаю, что готовлю двойную порцию соуса. Этот соус отлично подойдет для пасты или пиццы, или же вы просто можете взять любимый кетчуп, измельчить печеные томаты в пюре. И кетчуп, и печеные томаты есть на моем канале, ссылки я оставлю в описании. В сковороду влейте растительное масло и отправляйте туда лук. Готовьте на небольшом огне до мягкости, после чего добавьте растертый с анчоусами чеснок и перемешайте. Когда смесь распределится и чеснок начнет активно источать ароматы, добавьте в сковороду томатную пасту и влейте натертые помидоры.
Добавьте орегано, перец, а вот солью лучше приправить соус в конце, когда он уже уварится. Тушите соус на медленном огне минут 20, пока он не загустеет. Удобно делать это в широкой сковороде. Соус можно использовать уже в таком вот виде, но я предпочитаю дополнительно измельчить его в блендере. Минут до мягкости и румяности. Отправляйте овощи в чашу комбайна или блендера. Добавьте чеснок, яйцо, всыпьте панировочные сухари и натертый твердый сыр. Измельчите фарш до однородности. По консистенции он получится вот таким. Сформуйте фрикадельки удобным способом и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Я сперва формую фрикадельки маленькой ложкой для мороженого, а затем обкатываю их влажными руками, чтобы придать более гладкий вид. Запекайте фрикадельки при 200 градусах в течение 20-25 минут или до легкой румяности и подавайте с томатным соусом. Он у меня уже готов, я готовила его в части с мини-пиццами, и именно поэтому на видео процесс с увеличенной порцией. Сразу сделала побольше и можно применить для разных блюд. На форму размером примерно в половину стандартного противня беру 1 кг мяса, тут у меня куриное филе, 1 большую морковь, 2 луковицы, 200 граммов замороженного зеленого горошка. Также потребуется 500-600 граммов томатного сока, а еще лучше томатов в собственном соку. Специи могут быть любыми. У меня по половине чайной ложки уцха сунели и копченой паприки, а также потребуется соль и 2 столовые ложки растительного масла. Для кружочков сверху беру 250 граммов муки. Это может быть как обычная пшеничная мука высшего сорта, так и цельнозерновая. А я в видео буду и вовсе использовать рисовую. Она мне очень нравится. 160-200 граммов кефира, сколько возьмет тесто, а также половина чайной ложки соды, четверть чайной ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла. Первым делом приступаю к приготовлению основной части, то есть мяса и овощей. Мясо режу довольно крупными кусками, сантиметра по 4. Нарезаю крупно лук и морковь. Перехожу к сковороде. Разогреваю ее на сильном огне, вливаю столовую ложку масла и обжариваю мясо так, чтобы оно покрылось румяной корочкой с разных сторон. Важно обжарить мясо, придать ему насыщенный вкус, а поэтому готовлю на сильном огне и не загружаю сковородку сразу всеми кусочками. Если отправить все куски мяса в сковороду сразу, они резко опустят ее температуру и мясо начнет тушиться вместо того, чтобы обжариваться. Обжарить все мясо за раз можно, если у вас большая сковорода, а если она еще и такая, которую можно отправить в духовку, какой-то широкий глубокий сотейник, например, то это будет мега удобно. Сперва делаем обжарку в ней и в ней же отправим готовиться дальше. Но у меня такой нет, так что я обжариваю на своей обычной сковородке. Обжарив мясо, снимаю его со сковороды, а в нее вливаю еще ложку масла и отправляю туда овощи. Готовлю овощи минут 5, помешивая, чтобы они собрали оставшиеся от мяса румяности со сковороды. Всыпаю к овощам специи и перемешиваю, после чего выключаю огонь. Специи прогреются и уже начнут отдавать ароматы. Беру форму для выпечки и отправляю туда половину овощей. К овощам вливаю половину помидоров в соку. Присаливаю слой. У меня, кстати, домашние помидоры, я показывала их на канале. Ссылку на рецепт оставлю в описании, на лето пригодится. Поверх овощей выкладываю обжаренное мясо, присаливаю, а на мясо выкладываю оставшиеся овощи и выливаю вторую половину томатов. Еще немного соли и закрываю форму фольгой. Отправляю форму в духовку, разогретую до 140-150 градусов на 1 час. Когда я использую не курицу, а свинину, то томлю ее в таком виде 1,5-2 часа, а в случае с говядиной или бараниной 2-3 часа, в зависимости от того, какая часть туши. Чем жестче мясо, тем дольше томлю. Теперь занимаюсь подготовкой теста для кружочков. Они же гарнир в этом блюде. К муке отправляю соль и соду и перемешиваю. Вливаю кефир и масло и замешиваю мягкое тесто. Почему я использую соду в этом рецепте и не гашу ее перед введением в тесто? Во-первых, кефир – это кислый ингредиент, и как раз он вступит в реакцию с содой. Если бы я готовила тесто, например, на воде или на молоке, то взяла бы разрыхлитель. А не гашу соду я потому, что реакция должна пройти в самом тесте, а не в ложке. Детально про это я писала на своем сайте, где можно увидеть разрез изделий, в которых соду гасили и в которых нет. Ссылку оставлю в описании, это очень интересный и наглядный эксперимент.
Тесто переваливаю на припыленный мукой рабочий стол и распластываю до толщины примерно в 1 см. Тесто с пшеничной мукой будет более упругим, а у меня оно более рыхлое, так и должно быть. Достав форму из духовки, я сняла фольгу. Температуру в духовке при этом я поднимаю до 200 градусов. Мясо и овощи протомились, и теперь осталось зафиналить блюдо. Небольшой рюмочкой вырезаю кружочки из теста и выкладываю их поверх мяса с овощами. А теперь внимательный зритель спросит, а что же с горошком? И как раз сейчас, перед выкладыванием теста, самое время выложить его поверх овощей, прямо в замороженном виде. Я же так увлеклась съемкой, что просто-таки про него забыла. Что ж, подам уже к готовому блюду. Заполнив форму кружочками, отправляю ее в духовку на 20-25 минут. Напомню, что температуру я подняла до 200. Осталось лишь пропечь тесто, и блюдо готово. Кружочки получаются хрустящими снаружи, а снизу они пропитываются соками блюда. Это особенно понравится тем, кто любит вымакивать кусочком хлеба соки от салата или подливы. И так как про горошек в процессе я забыла, то я просто разморозила его и дополнила им уже готовое блюдо в тарелке. Список ингредиентов к рецепту я разместила в описании к этому ролику. Про то, как можно приготовить эти сердечки, я рассказала ранее. Мой выбор для ролика в духовке на шпажках, поэтому помимо продуктов я подготовила также сами шпажки. Собственно, с подготовки шпажек и начну. Набираю немного воды в удобную емкость и отправляю в нее шпажки, чтобы они впитали воду и затем не обгорели во время приготовления в духовке. Подержать шпажки в воде нужно в течение 15-20 минут, но я оставила чуть надольше. Этим временем готовлю маринад. Тут все очень просто и быстро. В миску выжимаю сок лимона через руку, чтобы косточки в случае чего остались в руке. Отправляю к соку мед, томатную пасту, вливаю соевый соус. Всыпаю в маринад сухие ингредиенты: соль, крахмал, сушеный чеснок и имбирь. Перемешиваю маринад венчиком до однородности. Теперь займусь самими сердечками. Нужно отрезать все лишнее и убрать сгустки, если они есть. Получаются аккуратные сердечки без свисающих остатков жира и сосудов. Сердечки отправляю в маринад и перемешиваю, чтобы маринад распределился. Накрываю миску пищевой пленкой и оставляю мариноваться. Если есть запас времени, убираю сердечки в холодильник на ночь. Если хочу готовить вот прямо сейчас, оставляю их при комнатной температуре на полчаса-час, пару раз за это время перемешав их в маринаде. Нанизываю сердечки на шпажки. Для приготовления на сковороде следует маринад аккуратно слить в отдельную посуду, но не выливать. Для приготовления на гриле нанизать на шампура или же тоже на шпажки. На шпажках затем будет удобно готовить такие сердечки, выложив их на сетку для гриля, и переворачивать все вместе. Выкладываю сердечки на противень, застеленный пергаментом. Оставляю расстояние между шпажками, чтобы горячий воздух циркулировал и сердечки обдавались жаром. Добавляю немного маринада сверху и отправляю сердечки в духовку. Готовлю в режиме конвекции при 220 градусах в течение 12 минут. За это время можно еще разок-другой полить их маринадом, чтобы крахмал загустил маринад и сформировал вкусный слой. Приготовление на гриле занимает еще меньше времени, буквально минут 6-8, а в случае приготовления на сковороде я обжариваю сердечки на сильном огне до румяности, помешивая, и в самом конце вливаю маринад, перемешиваю, даю ему загустеть, и готово. Очень простое, бюджетное и вкусное блюдо, которое круто разнообразит сезон пикников и простую ежедневную еду. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании под роликом. Из этого количества получится 2 большие порции или 4 небольших. Первым делом подготавливаю картошку. Очищаю, мою, режу крупными кубиками. Картошку нужно отварить, но так, чтобы она не набрала много воды. Именно поэтому я отвариваю ее на пару, кусочками, потому что так будет быстрее. Как вариант, можно отварить картофель в кожуре, а затем очистить, но очистка в сыром виде для меня более быстрая, да и остывают кусочки быстрее, чем целые клубни. Итак, отвариваю кусочки на пару. В зависимости от конкретного картофеля время может уйти разное. Мой был готов за 25 минут. Даю картофелю остыть, после чего разминаю вилкой. Можно также воспользоваться толкушкой, а вот блендер использовать я не рекомендую, так как он сделает пюре клейким, и готовые вареники-ньокки будут резиновыми. Я разминаю массу так, чтобы в ней оставались небольшие кусочки для текстуры в готовых ньокки. Если хотите однородной текстуры, разомните картофель до максимальной однородности.
Теперь к картофелю отправляю яйцо и соль, перемешиваю. Затем всыпаю муку. Так как клубни могут быть чуть больше или чуть меньше, тесто возьмет разное количество муки. Так что сперва я добавляю 1 стакан муки, это 160 граммов, а затем уже домешиваю еще, если необходимо. Тщательно вмешиваю муку. Я всегда оставляю тесто для ленивых вареников из картошки липковатым, мягким. Не ввожу в него много муки. Так готовые ньокки получаются нежными, не забитыми. И вот как раз в случае, если отваривать очищенный картофель просто в воде, он набирает больше влаги, и в тесто затем нужно вводить больше муки. Вареники так получаются более плотными и резиновыми. Сейчас хорошо видны оставленные мной кусочки. В начале ролика я обещала показать также пару вариантов, которые привнесут разнообразие. Очень ароматным тесто сделает пудра из сушеных грибов. Я просто измельчила их на кофемолке и добавляю по 1 чайной ложке порошка на порцию теста. По желанию количество порошка можно увеличить, чтобы получить более насыщенный грибной аромат. Добавляю пудру вместе с яйцом и солью, а дальше замешиваю, как и базовый вариант. Очень вкусные вареники получаются, если добавить в тесто натертый сыр. Вкус таких вареников будет очень сливочным, а текстура невероятно нежной. Тщательно вмешиваю сыр в картофельную массу до введения муки. Обычно в тесто для сырных ленивых вареников муки входит меньше 140-160 граммов. Кстати, на моем канале есть рецепт сладких творожных ленивых вареников. Там целых 6 вариантов в одном ролике. Ссылка будет в описании. Независимо от того, базовый это вариант или с добавками, формую все ньокки одинаково и максимально лениво. Делю тесто на порции, из которых удобно выкатывать жгуты, а затем режу брусочками. Можно сделать их продолговатыми или квадратными, или придать вот такую форму, как у меня в варианте с добавлением сладкого перца. Я придала ее вареникам при помощи коврика для суши. В большой кастрюле довожу до кипения воду, солю ее и вливаю немного растительного масла, чтобы вареники не слипались во время варки и не прилипали ко дну. Отправляю вареники в воду, деликатно перемешиваю и жду, пока всплывут. После того, как всплыли, варю в течение 1 минуты и достаю. Подавать можно с маслом, с мелко рубленой зеленью, со сметаной или сливками. Главное, чтобы вкусно было именно вам.